Главный геймдизайнер игры Танки Онлайн Орех Рах обратился к игрокам, ожидающим Танки Классик. Орех сделал 3 заявления, касающихся скинов вооружения в игре Танки Классик. Мы сейчас вот это очень подробно с вами рассмотрим. Также он прокомментировал, что же такое классика, потому что вопросы у игроков не заканчиваются, что такое классика, до сих пор нет понимания, что такое Танки Классик. И ответил, почему выбранная разработчиками версия Танки Классик будет оптимальнее, нежели те версии, которые предлагают игроки. Ну что ж, друзья, всех приветствую. Ставьте лайк сразу на это видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Не забывайте, что у меня проходит розыгрыш на получение путевки в Танки Классик. Просто переходите в мой телеграм-канал вот по этой ссылке. Читайте условия розыгрыша, и вы становитесь автоматическим участником. Если вы играете в новые Танки Онлайн, не забывайте ставить тег создателя контента ник 10 в настройках вашего аккаунта. Ну что, друзья, первый пост Ореха вот на форуме, он тут расписал просто подробно тему, касающуюся скинов. Этот пост является дополнением к недавнему выпуску видеоблога, в котором рассказывали разработчики в основном про скины вооружения. Также там рассказали, кстати, про дату начала раннего доступа, ну или когда ее примерно можно ожидать. Но мы к этому вернемся еще в этом ролике. Но давайте сначала начнем с обращения Ореха, так сказать, к нации. Дополнение к последующему выпуску видеоблога, где мы рассказывали про скины вооружения. Следующая информация представляет общественный интерес. По поводу предыдущего видеоблога и вот этих всех новостей, если вдруг пропустили, я подсказочку вам прикреплю. Можете вот в предыдущем ролике посмотреть, про что там была речь. Следующая информация представляет общественный интерес, но не подходит для видеоблога из-за своей громоздкости. Полезно помнить, что все указанные механики и параметры предварительны и еще могут измениться, как в деталях, так и существенно, после официального запуска классики. Со скинами в контейнерах есть интересные особенности. В предыдущих видеоблогах мы рассказывали, что в игре есть некое подобие линеек вооружений, где М3 одной линейки по силе равен М3 другой линейки вооружений. У внимательного игрока мог возникнуть вопрос, есть ли модификации скинов и какая модификация скина падает из контейнера. Точно известно, что будут скины у Хорната и рельсы XT, потому что они существовали в истории игры, но это всего 2 скина из 44 скинов. Остальные скины долго оставались в подвешенном состоянии. Создавать версии всех скинов для каждой модификации мы не будем. Это и спорная идея, и очень много работы. Но можно использовать модификации без различия в скинах. Тем более, что ко времени получения доступа к этим скинам не из контейнеров, все остальное вооружение у игрока уже давно будет в М3 модификации. Потому на данный момент существует решение поступить следующим образом. У скинов будут модификации М0, М1, М2, М3, и из контейнеров игроки будут получать скин, начиная с М0, с возможностью получить последующие модификации, если они еще не куплены. У этого решения есть несколько последствий. Во-первых, каждая модификация имеет свои ограничения по званию для покупки. Например, рельсу М2 можно купить только на первом сержанте. Получив из контейнера рельсу XT М0 до первого сержанта, игрок не сможет прокачать ее сразу до М2 и далее, получив преимущество над остальными игроками. Звание для анлока рельсы XT М2 будет не ниже, чем звание получения доступа хотя бы к смоке М2. Потому что все М2 между собой равны, и потому что смоки М2 доступно первый по званию. Получение скина из контейнера не дает преимущества по силе. Во-вторых, каждая модификация имеет свою стоимость улучшения. Рельса М2 стоила 1100 кристаллов. Рельса XT М2 на данный момент стоит 26 600 кристаллов. Число предварительное может измениться по ходу разработки. Получив скин из контейнера, игроку нужно будет улучшать этот скин по его реальной стоимости, которая может быть десятки раз выше, чем стоимость обычной версии этого же вооружения. Использовать скины на низких званиях смогут только платящие игроки. В-третьих, в контейнерах будет присутствовать все модификации всех скинов, то есть их там будет 44 умножить на 4, 176 штук. Получить М1 модификацию скина из контейнера будет возможно только после того, как игрок получит из контейнера или купит в гараже М0 модификацию скина. Получить М2 модификацию скина из контейнера будет возможно только после получения М1 скина и так далее. Можно, например, получить из контейнера М0 скин, улучшить его за кристаллы до М2 скина, когда будет доступно по званию, и затем вытащить из контейнера М3 скин. Этот выбор позволит или сэкономить кристаллы, или сэкономить контейнеры по желанию игрока. Косвенное следствие из этой системы такое, что в начале игры вероятность встретить нестандартное вооружение будет у вас исчезающе малой, если сами не захотите за это платить. Первый скин вооружения доступен в гараже, начиная со звания бригадира на данный момент. При том, что звания в классике зарабатываются в 2 раза медленнее текущей версии игры и не ускоряются существенно. Всего 25% вместо 150% за счет покупки премиума. И вот тут небольшая пометочка. В видеоблоге упоминалось, что стоимость скинов это более 100 000 кристаллов.
эта стоимость была указана для суммарной стоимости всех модификаций конкретного скина. Ну что ж, друзья, давайте как-то подытожим вот первое обращение Ореха по поводу скинов. Ну вот первое, вот вообще, что мне запомнилось, что бросается прямо в глаза, что Орех акцентирует внимание на платящих игроков. То есть на низких званиях получить скины смогут только игроки, задонатившие, я так понимаю, на кристаллы, либо игроки, которые приобрели ранний доступ, у которых, да, будут контейнеры сразу с началом игры Танки Классик, либо же игроки, которые выполнили челлендж и приобрели платную линейку, да, тоже с контейнерами. И вот в последнем абзаце у нас Орех тоже вот упомянул вот эту вот формулировочку, да, что вероятность встретить нестандартное вооружение будет маленькой, если вы, конечно, сами не захотите за это заплатить. Что вот под этим подразумевается? Я так понимаю, что кристаллы можно будет, друзья, покупать в Танках Классик за реальные деньги все-таки, раз тут про это Орех говорит. Потому что в этом вот обращении Орех также упоминал про возможность покупки вот этих скинов вооружения через гараж за кристаллы. Но опять же в этом абзаце он пишет, что первый скин вооружения доступен в гараже и начиная со звания бригадира на данный момент. Но это на данный момент. Но все может измениться, и то есть даже вот на самых первых званиях скины вооружения или просто скины, стоит, наверное, как-то разграничивать это, да, скин вооружения и просто скин, что это значит? У нас же не все будут скины вооружения, или все-таки все. Но в любом случае, вот да, на первых званиях, если вдруг в гараже все-таки будут продаваться скины, о чем вот речь была в этом обращении, то как их приобрести? За кристаллы. Где взять кристаллы? В битве, либо задонатить. И, скорее всего, донат кристальный будет присутствовать. Но это просто мое мнение пока что. Поэтому, скорее всего, донат за кристаллы будет присутствовать. Пишите ваше мнение в комментарии, что вы думаете по поводу продажи кристаллов за реальные деньги. Или что имел в виду Орех про платность вот этих вот всех скинов. Потому что я напомню, что скины, как нам до этого разработчики говорили, купить будет нельзя в игре. Их можно будет получать только в битвах, либо с челленджей и заданий, ну или ежедневных миссий. Ну и, естественно, если сейчас вы купите ранний доступ в Танки Классику, самое дорогое предложение за 20 тысяч танкоинов дает вам возможность получить 200 контейнеров со старта. Вот, что касается вообще скинов, да, вот как Орех это вот донес до нас. То есть у нас, если подытожить, получается, будет 170 штук скинов, ну то есть это будут все скины, как Орех посчитал, 44 скина всего в классике будет, я так понимаю, и пушки плюс корпуса. Скины не будут в зависимости от модификации менять свой внешний вид. То есть М0, М1, М2, М3 скин, если брать на примере, я не знаю, той же рельсы, да, рельсы М1, М2, М3 XT, она будет выглядеть одинаково. Различие будет видно только лишь у вас в гараже, или GS там будет показываться, не будет в классике, пока вот непонятно. М0 рельса и М3 рельса XT-шные будут выглядеть одинаково. Но сами модификации можно будет прокачивать. Как я понял, если, допустим, вам с контейнера выпало... Ну, вообще, на самых начальных званиях вам не может выпасть рельса М3 сразу, да, или рельса М2. Вам сначала выпадет скин на рельсу М0. После чего вам из контейнеров может выпасть только скин рельсы М1, потом после только рельсы М1, рельсы М2 и так далее. Одновременно с этим в гараже похожая ситуация. Чтобы прокачать рельсу М3 в гараже, вам сначала нужно будет прокачать рельсу М0, М1, М2, М3 за кристаллы. Это вот если подытожить, вот как я понял из этого послания Ореха для нас. Вот что касается цен, да, вот XT вариации вооружений будут очень дорогие. В видеоблогах, да, вот действительно показывали вот стоимость XT скинов, Лего скинов, там в районе это было 100 тысяч, 150 тысяч кристаллов. И это не за один скин, а за всю готовую линейку скина. Вот если продолжать рассматривать пример с рельсы, то это за рельсу М0-М3. Модификации, общая вот, суммарная стоимость будет. Также вот помимо всего прочего, я так понял, что вот в зависимости от звания, если у вас звание, ну мы сейчас рассматривали все примеры на маленьких званиях, если у вас будет большое звание, вот тот же бригадир, да, допустим, или последнее звание, если вы будете открывать контейнеры уже на высоких званиях, у вас будет падать сразу модификация рельсы М2 или М3, в зависимости от доступности по званию, если я правильно понял этот пост. Конечно, немного обиден тот момент, что у нас не будут эти скины, вот те же Legacy доступны по умолчанию, потому что в старых Танк Классик когда-то давно были именно эти скины, Legacy, но из-за того, что классика для каждого своя, можно было бы, например, на выбор дать эти скины ставить по умолчанию, да, при создании битвы, но, к сожалению, так не получится. Скины теперь придется только выбивать, а стандартные скины будут вот на уровне скинов 2019 года, которые вот выглядят примерно так же, как скины в версии Танков Онлайн 2015 года. Конечно, такое решение можно понять, да, вот по поводу скинов, что Legacy у нас не будут доступны по умолчанию, что их нужно будет где-то выбивать. Конечно, не сможем мы так прям сильно поностальгировать прям сходу, да, как в самом
самой настоящей игре музея. Но это сделано для того, чтобы на высоких званиях было все-таки интересно играть, чтобы классика не приедалась, чтобы сохранялся, да, интерес. Вот этой вот возможности выбивания скинов с контейнеров, либо покупки в гараже. Но я думаю, вот мы, как самые настоящие олды, будем в гараже покупать легаси скины, все скупать. Ну и, конечно же, одновременно с этим пробовать их выбивать с контейнеров. Самое главное, чтобы в настройках битвы у нас никаких изменений не было, и чтобы у разработчиков все-таки получилось сделать легаси версии карт. Для того, чтобы каждый смог окунуться в свою конкретную эпоху. Кто-то в Legacy карты, кто-то карты 2015 года. В общем, чтобы вот этот момент с широкими настройками битв разработчики довели до ума. Ну и по поводу того, что вот касается вообще танков классик, что такое классика, да, вот сейчас плавно к этому переходим с вами. И вот тут такой вот вопрос задали Ореху на форуме. Назвались танки классик, так и делайте это. А нет, все перевернули, тогда нафиг это в перевернутые танки мы сейчас играем. Что на это ответил Орех? Вы не в состоянии договориться, что есть классика. Значит, я за вас решу, что такое классика. Ну, с одной стороны, будем честными, друзья, мы действительно не можем с вами договориться, что такое классика, потому что классика для каждого своя. По множественным опросам на стримах, в обсуждениях в комментариях, люди так действительно не договорились, что такое классика. Самые такие прям старички проекта считают, что классики — это как раз Legacy танки классик, то есть танки онлайн с Legacy графикой, с Legacy скинами. Кто-то считает, что это 15-й год, таких людей, кстати, у нас большинство. Ну, 15-й год, вот эта вот эра, да, 15-го года, вот приближенные вот такие танки. Кто-то считает даже, что классика — это 2019 год с Джиггернаутом. Поэтому изначально-то и было придумано, чтобы каждый мог для себя это настроить, свою классику. Что Орех, в принципе, и за нас и сделал, чтобы интересы каждого были удовлетворены. Но только вот единственный недостаток, что нельзя будет выбрать Legacy скины для тех, кто тут прям Legacy танки классик ждет. В том числе я больше всего ждал вот именно Legacy версию танков онлайн. Но вы тоже пишите все-таки в комментарии. Может, друзья, у нас все-таки получится договориться с вами, что такое классика. Поэтому в комментарии напишите, обязательно все прочитаем. И, вероятнее всего, мы даже в следующий ролик и рассмотрим самые такие популярные комментарии вот, с вашими развернутыми ответами, что ж такое классика для вас. Ну и еще вот такой вот был ответ от Ореха. У него вот опять же спрашивают похожие вот вопросы. Да перестань называть классикой, что ты хочешь сделать. Это совсем не классика. Какие скины в классике? За донат? Зачем изначально называть классикой, если она тем не является? На что отвечает Орех? Во-первых, память у вас короткая. Забыли уже, как их XT-скины на Новый год покупали. Но это речь про Новый год 2014 года. Если помните, там вот впервые ввели XT-скины на рельсу и на Hornet временно, только на новогодние праздники, которые тоже были отдельным полноценным танком. Я вот не забыл. Но мы тоже не забыли, в принципе. Я тоже помню про это. Да я думаю, и многие, кто вот играли в те времена 2014 года, тоже помнят эти скины прекрасно. Потому что я помню реакцию Волкова на ваши донаты в тот Новый год. И потому что я этому танку белый выстрел делал. То есть тут главный аргумент, что на эти скины даже в те времена уже жестко игроки донатили. Поэтому тут такая вот движуха со скинами у нас, друзья, в классике происходит. Это интересно, это разнообразит контент, это удерживает игроков в проекте. Во-вторых, я прекрасно вижу, сколько денег игроки заплатили за мою версию классики, и потому буду делать так, как считаю нужным. Ну, в-третьих, тут просто классика. Ну, в общем, такой вот ответ от Ореха, друзья. Ну, в принципе, это уж, да, не секрет. Действительно, очень много игроков поддержали ранний доступ, приобрели его. Ну, то, что делает Орех, это мы уже 100 раз обсуждали. Это вот в танке классик промежутка всех временных лет, в который можно для себя выбрать любой год, создать версию битвы и играть. Но это не говорит о том, что Орех все, он больше не будет никого слушать, он будет сейчас делать только так, как он считает нужным. Нет, все-таки у нас будут проводиться голосования на раннем доступе за введение определенных обновлений, либо не введение их. Вы про это не забывайте. Что касается вот его ответа, это относится к тому, что скины вот он в таком виде решил сделать. Ну, значит, это необходимо в таком виде их видеть. Я вообще не вижу проблемы вот с этими скинами, которые он создает в классике. Единственный недостаток вот для меня, что их придется выбивать, но скорее это даже не недостаток, а преимущество для удержания моего же интереса в этой игре, чтобы был у меня какой-то интерес выбивать эти скины. Да, ну просто изначально многим хотелось, чтобы эти скины были стандартными. Ну и в таком формате я тоже не вижу ничего плохого. Мне кажется, только вот интерес к проекту удержит. Вопрос только в том, что касается доната. Потому что изначально мы все с вами прекрасно знали, что это будет подписочная модель, то есть донат будет только за подписку, чтобы поддерживать этот проект, сервера там и так далее. Но такое ощущение, что даже в том же интервью Орех что-то умолчал, и до сих пор пока не раскрыт момент, можно будет ли покупать кристаллы за реальные деньги. И что касается боевого пропуска, тоже за какую валюту его нужно будет покупать. Не, ну конечно понятно, что классики тоже нужны деньги, да, там на разработку, на поддержание, на покушать тоже разработчикам. Это все понятно. Но будет ли донат давать какие-либо преимущества игрокам или же нет?
такое ощущение, что даже с введением вот этого вот всего преимущества как такового прям жесткого не будет. Но опять же вопрос только остается в том, будут ли продаваться кристаллы за реальные деньги. Поменяется ли концепт танки Classic с борьбой с Pay-to-Win системой, или же от этого плавно пытаются разработчики отказаться. Тоже пишите ваше мнение, что думаете по этому поводу. Множество существует еще вот нюансов для нас непонятно, которые стоит разработчикам раскрыть, касающиеся вот того же доната. И что вот подразумевает Орех вот из своего первого вот поста с обращением под платностью, что нужно платить. Это только для тех, кто будет платить за скины. Вот как это понять? Это покупка кристаллов или что-то может быть еще? Давайте вместе разберемся в комментариях, поэтому пишите ваше мнение. Ставьте лайк на это видео, друзья, не забывайте лайкать. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Вступайте в телеграм-канал, дискорд сервер, все ссылки есть в описании. Я еще раз напоминаю, что в телеграме у нас идет розыгрыш как раз на бесплатный доступ в танки Classic. Кто еще не участвует, заходите, обязательно участвуйте. И можете посмотреть закрепленный комментарий, там тоже все ссылки я оставлю, не потеряйтесь. И да, я же еще в начале ролика вот упоминал дату, когда все это ждать. 26 июня, друзья, будет видеоблог, в котором либо начнется ранний доступ, либо в котором разработчики нам покажут сам ранний доступ, либо же в котором нам озвучат уже дату, уже настоящую дату начала раннего доступа. Поэтому самая горячая дата это будет 26 июня. Надеемся, что нам наконец-то уже покажут как минимум танки классику, ну и обозначить сроки выхода. Ведь, друзья, уже прошло больше полугода с момента выхода интервью по танке Classic, которые вот я брал у Ореха. И насколько вы помните, при благоприятном исходе он говорил, что игра выйдет в первой половине 2025 года. И первая половина 2025 года уже вот-вот завершится. Скоро будет июль. Выйдет ли игра летом? Выйдет ли она в июле? Узнаем совсем скоро. Ждем, друзья, танки Classic.